Здравствуйте! Доброе утро, друзья мои! Сегодня нас с вами ожидает очень насыщенный, интересный и вкусный выпуск! Мы с вами отправляемся в зажиточную грузинскую семью, где будем прекрасно проводить время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой. И в путь, друзья мои! Доброе утро! Я готов. Какие у нас сегодня планы? Поедем в современную, состоятельную батумскую семью. Едем на базар за покупками и едем к богатым грузинам. Это наш зажиточный грузин. Вас как зовут? Зажиточный грузин. Звят. Звят. Сегодня мы идем к нему в гости. Сначала на базар. Ну все. Эльвира как пойдет дальше, когда видит вот такую красоту? Сегодня мы с вами выбираем зелень. Нам нужен тархун, да? Да. Для чего тархун нужен? Для чакапули. Чакапули, суп будет. Сегодня мои руки в карманах. Платить я не буду ничего. А почему? Потому что у меня есть для вас очень хорошая новость. У нас с вами появились спонсоры. Спонсоры появились. Теперь нужно выбрать нам свежий сыр. Какой сыр? Название? Бринза? Да. Выбираем бринзу. Не сургуни. Ага. Не Марьян, не малосольный. Малосольный. Как сказать? Все правильно сказали, все правильно. Малосольный. Выбираем малосольную бринзу. Понравилось. Сколько стоит килограмм? 15 бат стоит у нас килограмм брынзы. Это у нас примерно 570 рублей или $6. Это у нас 3600 рублей. Завтра другая цена будет. Ага. Вообще валюта стабильна здесь, как я поняла. Сам Лари, да, стабильный. Да, лари стабилен. Я сравнила цены 2018 года на этом базаре. Они до сих пор одинаковые, как сейчас. Спасибо. Я мой друг. Привет ему передайте. Я побежал. Нет, нет, не надо, я побежала, дорогая, я потом приду. Я приду. Нет, я остаюсь. Спасибо. Спасибо. За вас, за хороший день. Спасибо. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Как раньше в детстве, да? В магазине купил, до дома не донес. Мы с вами проходим в дом к Звияду. Посмотрите, какой у него красивый дом. Очень красивый. На улицу. На улице? Давайте сегодня будем готовить на улице. В этом доме Звят регулярно пьет из рога. Значит, мне объяснили, что это такое. Есть маленькие рога, например, для случаев, когда просто гость зашел чуть-чуть выпить. Есть большие рога, когда большое событие. Есть маленькие рожки для чачи. То есть размер рог регулирует уровень мероприятия. Например, да. Да. И самое важное, почему пьют из рогов. Ты не можешь рог поставить, поэтому Да. ты его До допиваешь конца. до конца. И вот Звят как раз тот представитель, который берет рог всегда и до конца выпивает. Что варится там? Не знаю. Мои меховые резиновые перчатки. Чуть похолодало на улице. Пойдем. Давай гореть, давай. А, разжигать? Да. Я что? Знакомьтесь, это у нас мама Звияда. Да. Вас как зовут? Манана. Манана. Меня Эльвира зовут. Мы Очень сегодня хорошо. с вами будем готовить хачапури, да? Обязательно. Научите меня. Обязательно. Хорошо, сегодня мы будем с вами учиться готовить грузинские хачапури.
в огороде апельсины. На улице Новый год через 2 дня. Ой, сладкая какая куколка. Джемал, вы папа? А, да? Папа? Какой молодой папа? Старший говорит, я здесь. Джемал. Гамарджоба. Здравствуйте, это Гоча, тоже наш друг Николай. Я Эльвира, рада знакомству. Ай, Барбара, что случилось? Мама стенцовидет, мама стенцахе. Тут на фуре работает. А, вы дальнобойщик? Да, вот. На фуре он работает. Вы из Грузии по этой стороне России? Да. Дальнобойщик. Этот дом вы построили? Да. Это нужно работать дальнобойщиком, чтобы быть богатым? Такой большой дом построить. У вас здесь рядом мечеть. Вы Мечеть. христиане или мусульмане? Я Да. христианин, да. Вы христианин, Отец мусульман. вы мусульманин. Да. Вот в одной семье, посмотрите, мусульманин, христианин. Вы... Я тоже христианин, но отец, мои родители, они мусульмане. Да. Грузия очень смешана вот это. Да, в течение 50 лет уже все будут почти... Все уходят на христианство на сейчас. христианство, да. В Грузии следует отметить, что очень много халяля, очень много мусульман. Вот видите, он раньше был мусульманином, а сейчас стал христианином. Вы как хотите, уйдете на пенсию в 65? Если есть возможность, зачем сидеть? дома, Работать будете? посидеть? Мы сейчас с вами подготавливаем шашлык. Мясо у нас какое? Бараны. Да, у нас сегодня все из баранины. Да, да, да. Ваш папа дальнобойщик, а вы кем работаете? Я водоканал. Начальник? Да. И наш маленький помощник. Сколько у вас детей? Да. А вам сколько лет? 10 лет мальчик. Ага. Это 3 лет. А вам сколько? Вам? Я 43. 43. А как грузины женятся? Вам папа жену нашел или по любви сами нашли жену? Сами нашли. Сами по любви находите? Сегодня мы с вами готовим грузинский шашлык. Для этого нам нужно только соль. И, конечно, сам грузин, который... Ушел? Там помыть надо, помыть надо. А, Да, да. Снимать, снимать. Сначала помыть. Да. Кто звонит? Какие проблемы? Не проблем. На работу, да. Это субботу, воскресенье. работа? У меня нет. Сегодня у нас воскресенье, видите, говорит, у меня нет выходных. Звонят, звонят по работе. Да. Быть. Мы сразу разжигаем казан для супа. Суп как называется? Чакапули. Да, чакапули забыла. Мы нарезаем очень много зелени Да. для чакапули. Когда мужчины грузины готовят, женщины не мешают? Нет, Нет, да? нет. Поняли? Мелко нужно нарезать тархун, да? Так, да. Мы с вами не должны мешать. Нет. 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 Я вам хотела сказать, вы мне не мешаете. А что думаешь? Моди, Дима, моди. Чем одит ишкрида? Это старший сын, да? Джоба. Рапер Хардна. Хотел через забор перелезть, папа сразу быстро через дверь зашел. Сколько стоит пальма? 1 000 000 рублей вот эта пальма стоит. Да ну, Да. пальма 1 000 000. А давайте откроем бизнес пальмы сажать. Ну, 30 лет будет расти. О, нет, я уже умру к этому времени. Ну ладно, зато это внукам инвестиция. 1 000 000 рублей пальма. Теперь знаете, какие мои самые любимые цветы?
Пальмы? Пальмы. Пальмы. Если бы у меня было 5 пальм, я бы могла бы их продать и купить у вас квартиру. Точно. Я теперь мечтаю о 5 пальмах. Если там у кого-нибудь есть 3 пальмы, дайте мне, подарите. В одно время не нашли. У кого дома был вот такой поднос? Это уже для... Для чакапули. Да. И Анзор накушать пришел. Я Как кушать, так Анзор приходит. А к нам пришли гости. Гамарджова. Здравствуйте. Эльвира зовут. Здравствуйте, Гамарджова. Резо, Гулади, Роланди. Рада знакомству. Так, мы с вами сейчас закладываем мясо на чакапуле. Посмотрите, масло ничего не надо. Посмотрите, мы положили мясо, сверху зелень. Сверху добавляем, это алыча? Алуча, да. Да, алыча, следующий слой, опять мясо. Это ткемали называется. Положили мясо, сразу солим. Следующее, зелень опять. Какой интересный процесс приготовления чакапули. Красиво? Ну, очень красиво, очень. С ума сойдешь, да? Зелень, мясо, природа, казан. Очень красиво смотрится. Прям настроение в казане. Взгляд профессиональный повар, руки золотые. Да? Он часто готовит вам? А в грузинских семьях дома кто готовит? Муж, жена? Жена, да. Жена всегда. Следующий слой зелени. И так будет полный казан? Да, супер. Интересно, да? Огромное количество зелени, мяса, соль. Ну и почти больше ничего. Эсцальян Гембрелия, Бадзальян Ламазия, Дёс. Что-то похвалил, по-моему, по-грузински Николай наше блюдо. Я говорю, будет вкусно и очень красиво. Чакапули мы забываем на час. Это нереально вкусно. Получилось очень красивое блюдо. Да. Это вино. Это видно. А вино домашнее сами делаете или покупаете? Домашний сам, да. Сам, да? Вы очень шустрые, вы быстро работаете, быстро-быстро все делаете. Это хорошо, да. Это очень хорошо. Какая красивая посуда у вас. Слушайте. Да? Да, давайте за мир. Давайте за мир. Как Да? говорится, у грузинов первый тост за мир всегда. Да. Давайте за мир. Спасибо. შვიდობა. შვიდობას გაუმარჯოს და შვიდობა ყოფილიყოს. За мир. Да. Мир на небо. На все Земле. земле. Всем мир. Всем мир. Всем мир. Что, прям до дна? Соль ничего не надо сейчас. Посмотрите, он сразу шашлыки насаживает на шампура. Солить ничего, говорить не буду. Пока. Шампура какие-то авторские у него. Все, мы будем сейчас с вами насаживать мясо на шампура. И дальше вам покажу, как будет солить. ერთ სად არიან ჯერ? გამოჩდებიან და მე წედი. რა გამიწვამე? ოდა რომ იცვამენ შეიცვი შენს. У нас сегодня действительно будет с вами очень вкусный стол. Я к маме, наверх. Да, наверх. Да. Мы с вами переходим в дом. Сейчас мы, дорогая, с вами будем готовить хачапури. Я готов. Здесь у нас в духовке кукурузные лепешки. Все, идем делать хачапури. Ой, дорогая пальма, миллион же растет, миллион. Я так хочу себе в месяц иметь 2 пальмы. Чтобы каждый месяц 2 пальмы приходило мне.
Зарплату в пальмах хочу. Здесь, получается, все богатые, у всех же пальмы. А почему они их не продают? Не продают, Почему? но их деды сажали. Да? Как ты можешь продать, что твой дед посадил? მიდი შენ ქუხნაში მიდი ჩქარა გადაგიღონ უნდა ჩქარა Сейчас мы с вами приступаем к хачапури. Тесто вы уже приготовили. да Тесто у нас соль, вода, мука, дрожжи, дрожжи маргарин маргарин. и обязательно надо это минеральная вода Ага, вы на минералке Да. замешиваете Да. вместо воды. обязательно да Ага. А название хачапури какое? Имеретинский, аджарский? это эмеретинский Эмеретинский будет. эмеретинский Какая она сладкая, посмотри. მოგცემ მე შენს ბები აფქვის და წადი შენს ქუხნაში ითამაშის პირველ სილა იმ ვოდა Что она говорит? მეც მინდა я тоже А, да? А ну, обязательно, да. მიდი წადი Всем გამომართვი წადი შენს ქუხნაში ბებო видеть свою кухню. მიდი შენს ქუხნაში А как вы со своим мужем познакомились? в школу Это школьная любовь? школьная С одной парты? нет он старше 1 лет Ага. Вы его увидели, и он вас влюбился? я вообще не знала его Да. он меня увидел И влюбился. и влюбился А как ухаживал за вами ваш муж, Джемали? очень хорошо Подарки дарил? нет Цветы дарил? нет Пальмы никогда. дарил? Никогда ничего не подарил. Когда взял замуж, тогда да. А, да? Да. До замужества подарки не... Нет, не было никакой. Потому что он тоже ребенок был. А, еще денег не было. Денег не было. Он учился потом в Тбилиси художественной Мгм. академии. Да. Он Художник. художественная академия, Художник. он. а работает дальнобойщиком. Да. И что он в вас влюбился, потом как пришел, сказал, люблю тебя, жить не могу. Без тебя не могу. Да? И свадьба. Мой отец по-другому надо это. Отец, говорит, договорился с другим женихом, за кого Другим, меня замуж да. отдавать. И он забрал меня. Любовь. Звенят, а вы своей жене цветы дарили? Вы своей жене цветы дарили, подарки дарили? Когда? Когда встречались? До женитьбы? Конечно, подарили. Да? Он да. А ваш художник не романтиком был. Только рисунок нарисовал, А, рисунки дарил? да, сердце большое, и там сидит две голубцы, это, Голуби. голуби, голуби. Там написано стрелка и любовь. Любовь, счастье не в деньгах, да? Он Конечно. вам голуби дарил? Конечно, мы три там братья вместе жили. Да. Одна сестренка, бабушка еще была, моя свекруха, вместе жили. Да. Очень большая семья была. Вместе жили. Ну, надо отдельно потом жить, да? Да. Деньги нету. А, ну да, деньги нету. Деньги нету, надо отдельно жить. Но вы молодые были, он очень рано женился. Очень, да. Он был 20, я Вы 19, 18. ага. Ну, Да, да. так. Потом 10-15 лет вместе жили, вместе с свекрухой вместе. Да? Потом строили вот этот дом. С мужем спорили? Без этого нельзя. А, да? Это Без надо. этого нельзя. А когда спорили, кто первый мирился, вы или муж? Я, Да? конечно. Он никогда не разговаривал со мной. А когда он вам последний раз рисунок рисовал? Ой, это не помню уже. Да? Это уже не помню. Смотрите, он взял мясо, насадил на шампура. Сначала оно чуть поджарилось, и сверху он только посыпал крупной солью. Да? Да. Какие красивые шашлычки. Смотрите, красота. Смотрите, чтобы не сглазили лавровый лист и куски мяса. Хачапури можно в сковородке готовить? Обязательно. Вот посмотришь, какой будет. Ага. Это чуть маленький сделала, здесь большой. Хачапури вы можете спокойно готовить на сковородке. Сколько минут? Обязательно. Да.
20 минут надо. С двух сторон Да, переворачиваем. обязательно. Все. Ну, обязательно надо наверху. Дырочку сделать, да? Дырочку и это. Ага. Шашлыки у нас уже готовы. Посмотрите, какие красавчики получились. Смотрите, какая красота. Баранина свежая, молодая видно. Давайте геноцвали. Ведь у меня вот такие ассоциации с Грузией. Это шашлыки, застолье, песни, инструменты музыкальные. Друзья мои, спонсором видео из Батуми являлся комплекс Summer 365. За что им огромное спасибо. Желаем, чтобы они построили свой самый лучший комплекс, приглашали меня чаще в Грузию, и я буду снимать самые лучшие видео, конечно, для вас, и давать вам только полезную и проверенную информацию. Самые лучшие квартиры в Батуми – это комплекс Summer 365. Все запомнили? А мы с вами продолжаем смотреть видео. Берем нашу баранину. Шашлык очень соленый, как я люблю. Здесь нет никаких приправ, кроме соли. А перец есть? Нет. Да. Мясо мягкое. Вкусно. Это мчади и сыр. Как лофтала Кукурузные лепешки. Солености вообще вкусная. Вот это кукурузные лепешки. Их вместо хлеба используют. Мы с вами оставляем во дворе, сами переходим в дом, посмотрим, испеклись ли наши хачапури. С вами на кухню все? Готов? Готово уже. Наш хачапури готов. Потом надо это Маслом сверху. масло. Какой аппетитный получился, красивый хачапури. Рамази, 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 у меня гости, потише. Вот, уже готово. Смотрите, наш хачапури готов. Сейчас мы его нарежем. Ножницами? Давай. Да? Ага. Первый раз вижу ножницы. Удобно, как ножницами резать? Это кухня. Как, вот так? Так, вот так, молодец. Браво, браво. Как раз горячий. Хачапури? Посмотрите, какое роскошество. Напоминаю, через 2 дня у нас Новый год, а у них растут апельсины. Мы, кстати, все, посмотрите, раздетые ходим. Вы правда не будете собирать? Смотрите, апельсины прям с дерева. Целоподдай? Вкусно пахнет, конечно. Понюхайте. О, Вашингтон. Это крупный, да? Да. Он сладкий. А это кислый? Я кислый люблю. Как пахнут. Давайте немного соберем, возьмем с собой домой. Давайте с вами соберем апельсины. Он говорит, кому надо, тот приходит и собирает. А нам надо. Как они пахнут восхитительно. По всему Батуми растут мандарины, апельсины, лимоны. Ой, я с собой домой заберу. Сколько апельсины сейчас стоят у вас в городе? Напишите, пожалуйста. Спасибо. Еще? Конечно, соберем. Спасибо, это очень приятно.
грузины нельзя пить. Я заметила. Добродушные грузины, добрые, веселые. Да, правильно. Все, хватит, пойдемте. А тебе это не А, Вашингтон? И давайте Сами, Вашингтона сами. возьмем. Ой, пахнет как. Спасибо большое. давай еще. Все, спасибо. Теперь точно хватит. Эльвира домой повезет апельсины со своего огорода. Я оставил, он сейчас в январе он побольше оставил. А, вырастут, да, они еще? Да. Специально оставили? Да. Маленькие, говорит, что-то, видите? Ну, вырастут, говорит, побольше будут. А кто в огороде работает? Я? Вы когда влюбились в свою жену, что вы ей подарили? Сердце. Сердце? А голубцы? Голуби. Голуби где? У нас нету такого. А на рисунке что нарисовали с голубями и сердцем? Откуда вы знаете? А зачем вы мне не рассказываете? Я чувствую. Красивый у них двор, да, очень зеленый, яркий. Давайте мы с вами сделаем быструю экскурсию по дому. Ой, какая у них красивая гостиная. А в спальне непонятно, потому что вчера в смене была на Красиво. работе. Вы работаете? Тоже продолжаете работать? медсестра. Я Вы медсестра? 30 лет я работаю. Вы работаете, ваш муж работает, ваш Все, сын работает, все, ваша все. невестка работает. Все работают. Молодцы, какие, очень работящая семья. Я шла в зажиточную грузинскую семью. Оказывается, это простая работящая семья. Красивые какие комнаты, богатое убранство. Красиво очень, у вас дом красивый. Я не успеваю. Не успеваете? Уборку сделала, но мне это не совсем. Красивый, красивый, богатый дом. Просторный дом. Сейчас попробуем мясо, если готовое мясо, готовое. Посмотрите, наш чакапули готов. Да. Раскладывают по тарелкам. Все готово? Все готово. Уже весь казан съели, пока я комнаты разглядывала. Почему вы так много хачапури готовите? Не видишь, сколько там людей? А? Вижу, извините. Давайте мы с вами попробуем горячий хачапури прямо с духовки. Сразу попробуем на месте. Начинка. Вкусно как, дорогая, это очень вкусно. Спасибо, дорогая. Было очень вкусно, очень вкусно. Ваши золотые руки приготовили очень вкусный хачапури. Спасибо большое. Мы с вами сейчас будем прощаться с этой семьей. Выходим во двор, соберем Николая, Гочу, всех наших друзей заберем и пойдем смотреть мечеть. А потом на стройку нам надо. Спасибо, вы мой большой Спасибо друг. большое. Вы мой геноцид. Да, да. Это Приезжайте еще, спасибо большое. гостеприимный, шустрый, быстрый. Да. Накрыл стол на 120 человек там сегодня. Было все Спасибо очень большое. вкусно. И вам спасибо. И еще приезжай. Еще приедем. Спасибо. Обязательно приедем. Еще раз мой геноцид. Спасибо. Друзья, Я вас люблю. я вас тоже люблю. Друзья мои, мы сейчас с вами отправляемся в мечеть, потом пойдем на стройку. Посмотрим, как там обстоят дела. Всем до свидания. Низкий поклон этому дому. Низкий. А мы с вами идем к другому. Пока-пока. Здесь у нас мечеть. Бисмилля рахман рахим. Проходим. Здесь у нас молельная комната. Намаз ханайда, для намаза комната. Еще одна комната.
Прямо в центре Грузии у нас находится мечеть. В мечети никого не оказалось, все двери открыты, можно свободно заходить, смотреть, совершить намаз. А мы с вами идем дальше. Я всегда мечтала пойти на стройку, а сейчас я еще пойду, знаете, на какую стройку? На стройку своей будущей квартиры. Представляете? Мы поднялись на стройку. Сейчас мы находимся на одном из законченных блоков на 4-м этаже и продолжают работу в других блоках. Друзья мои, я приняла решение, что я должна купить себе квартиру в Батуми. Сейчас это делать очень выгодно. Цены будут расти со скоростью Эльвира, света. сейчас самая выгодная цена, потому что уже получено разрешение на строительство, начато строительство, и сейчас осталось достаточное количество квартир по низкой стоимости для того, чтобы через 2 года они просто удвоились. Цены действительно удвоятся. Если я на сегодняшний день куплю квартиру у вас по 50 тысяч долларов, мы вчера делали расчеты, сколько стоят квартиры Саммер 365, от 50 тысяч долларов можно присмотреть себе квартиру. Да. 5 миллионов рублей. Более того, если через 2 года захотите продать эту квартиру, обратитесь к нам, и мы сами найдем клиента, перепродадим эту квартиру, вы вернете свои вложенные средства плюс инвестиции. Сколько будет стоить квартира на завершении этапа строительства? Через 2 года сколько она будет стоить? Она удвоится. То Прям есть, ровно удвоится? Да, если мы смотрели 1 квадратный метр по 1000 Давайте долларов 1000 с чем-то, берем 1000 долларов, то 2000 долларов за квадратный метр к концу строительства здесь будет. Вы строите элитный комплекс. Здесь будут бассейны, развлечения для детей, все постройки, все необходимые коммерческие Помещения. Да. Гастромаркеты, детские сады, кинозалы, библиотеки. Здесь все сделано для круглогодичного проживания. Здесь зелень. Это сады или что это? Да, это людские территории, огороды, красота это мандариновые сады, эвкалипты, горы. Здесь просто потрясающие виды. Слева у нас панорама на горы. Но вид действительно достойный. Как вы выбрали именно этот вид? Мы выбирали очень долго локацию, которая подойдет для жилого комплекса, для жизни. Это место супер подходит для тихих, спокойных, семейных, кто хочет быть недалеко от города, чтобы торговый центр 5 минут хода был, но при этом везде зелено, тихо, отсутствие пробок, птички и самое главное безопасность детей. Николай, продублируйте условия покупки квартиры в Грузии, в Батуми в частности. Да, например, в нашем жилом комплексе можно купить квартиру в рассрочку на 2 или на 3 года, можно купить ее без ремонта, можно купить с одним из 4 возможных видов ремонта. И первоначальный взнос будет минимум 30%. Если у вас есть 30%, добро пожаловать, приходите, остальное все без процентов, без переплат, мы все организуем. Деньги можно будет перечислять криптовалютами, обычными банковскими средствами, наличными, передать через друзей, сделать любые действия. У меня нет много денег, поэтому я буду покупать квартиру в рассрочку. Также можно ее забронировать, да, на месяц, на 2. Если сейчас у тебя нет всей стоимости, вы можете связаться с Саммер 365. Здесь выведу QR-код на их телеграм-менеджеров, да? То есть вот здесь выходит QR-код на телеграм-менеджеров. Вы можете навести свой телефон, включить камеру, и вас автоматом перекидывает на менеджеров. Все верно. Саммер 365. Всем ответим, всем поможем, всем подберем, только скажите, что вы от Эльвиры. Да. В описании к этому видео я оставлю ваш YouTube канал, ваши инстаграмы, телеграммы, сайты. Да, сайт обязательно оставлю. Все способы для связи оставлю в описании к этому видео. Друзья мои, торопитесь. Сейчас самое идеальное время, чтобы купить квартиру в Батуми. Цены растут. Это не шутки, как растут цены. И сейчас, если вы купите квартиру, в ближайшие 30 лет вы будете каждый день нам говорить спасибо. Эльвиру. Да, вы будете говорить нам спасибо. Я сама приняла такое решение, что решила купить квартиру именно у вас. Самый лучший комплекс, единственный будет во всей Грузии такого уровня комплекс, да? Верно. Это роскошный, шикарный комплекс. Море, горы, зелень, панорама прекрасная. У вас будут соседи хорошие. Самые лучшие соседи у вас будут. Я. Сами где будете жить? В этом доме, как раз где мы стоим, на последнем этаже. Вот ваш сосед, самый лучший человек. Я ваш буду сосед. Что важно, в Грузии вы можете находиться 365 дней в году. Только один день нужно выехать, на час буквально, визран сделать. Заехать, выехать. Можете дальше продолжать находиться здесь на законных условиях, основаниях. Да, виза не нужна, ничего не нужно, только загранпаспорт. Квартиру вы можете купить только по
загранпаспорту. Да, больше ничего не нужно. За сколько минут можно купить квартиру? За одну. 1 минута, и у вас уже будут все документы. В Грузии, друзья мои, нет коррупции, Да. вас не обманут здесь. Когда будет подорожание цен? Мы продаем приблизительно 15 квартир в месяц, поэтому считаем, что каждые 2 дня повышается цена у разных квартир. То есть через 2 дня будут квартиры дороже? Да. Друзья мои, торопитесь, вам нужно очень быстро успеть приобрести себе квартиру своей мечты в Батуми. По крайней мере, выбрать и забронировать действительно стоит, потому что за месяц цены повысятся, и вы уже выиграете. Бронь квартиры стоит от $500. $500 на 1 месяц, бронь, эта цена обязательно учитывается в покупке. Я уверена, что это самые шикарные условия по Батуми. Батуми это рай, это прекрасная страна Грузии. Счастливые, веселые люди, вкусная еда, красивая природа, роскошество, чистый воздух. Друзья мои, на этой прекрасной минуте наше с вами видео подошло к концу. Как всегда, у нас с вами был самый интересный, насыщенный, а главное, полезный день. Помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя. А вот теперь пока-пока. У нас выйдет еще видео из Грузии, а потом будет другая страна. И все это благодаря комплексу Summer 365, потому что они являются нашими с вами спонсорами, самыми любимыми, самыми лучшими, самыми проверенными. Пускай у них все будет хорошо. А я пошла собирать для вас новое видео. Пока-пока. Santimos, Adriashi.